Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусные булочки с маковой начинкой. В чашу миксера вливаем 150 мл теплого молока, всыпаем 7 грамм сухих или 21 грамм прессованных дрожжей. Добавляем 2 столовые ложки сахара от общего объема, общий объем сахара 100 грамм. Всыпаем 2 столовые ложки муки. Хорошо все перемешиваем и оставляем для активации дрожжей приблизительно на 5-10 минут. Прошло 5 минут, дрожжи активировались, получилась такая воздушная шапочка. Всыпаем оставшийся сахар, пол чайной ложки соли, пакетик ванилина, 2 яйца. Яйца слегка взболтать вилкой. Затем частями просеем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Я буду замешивать при помощи кухонной машины, но вы можете замесить тесто, смешав все ингредиенты в подходящей емкости и вымесив руками. На замес уходит примерно 10 минут. В процессе вымешивания подсыпаем оставшуюся муку. Мука у всех разная, поэтому ее количество может отличаться. Добавляйте муку постепенно и смотрите на консистенцию теста. Когда тесто будет хорошо держаться комочком и не будет расплываться и сильно липнуть, муку можно не добавлять. У меня ушло 500 грамм. Теперь добавляем 70 грамм мягкого сливочного масла. Вымешиваем тесто до однородности. На весь замес у меня уходит около 10 минут, как вручную, так и миксером. Тесто получается мягкое, эластичное, слегка липнувшее к рукам. Перекладываем тесто в подходящую смазанную маслом емкость и оставляем в теплом месте на расстойку. Тесто сдобное, поэтому не спешите, пусть оно спокойно подходит. На это примерно уходит 1 час. Пока подходит тесто, займемся начинкой. В сотейник вливаем воду, всыпаем 100 грамм мака и доводим до кипения. После закипания варим мак около 10 минут. Когда мак проварился, снимаем его с огня, накрываем крышкой и даем ему остыть. После чего хорошо отжимаем. Если вы не хотите варить мак, вы можете залить его кипятком и оставить его под крышкой приблизительно на полчаса. Тесто отлично подошло. Выкладываем его на рабочую поверхность, слегка обминаем, растягиваем в прямоугольный пласт, складываем конвертом, накрываем сверху и оставляем отдохнуть еще на 10 минут. Клейковина расслабится и булочки будет легче формовать. Тесто отдохнуло, раскатываем его в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. В отваренный мак добавляем 50 грамм сахара, хорошо все перемешиваем и начинка готова. Равномерно распределяем маковую начинку по всей поверхности теста. Визуально делим пласт теста на 2 части и складываем края к центру. Хорошо защипываем края и слегка раскатываем скалкой. Это делается для того, чтобы слои между собой хорошо склеились. И очень важный момент. После варки мак нужно хорошо отжать, иначе при смешивании с сахаром выделится большое количество влаги, что помешает защипыванию теста. Тесто станет влажным и раскроется, как у меня. Не допускайте моих ошибок. Разрезаем наше тесто на полоски одинаковой ширины. У меня получается в среднем 12 полосок. Каждую полоску сворачиваем жгутиком, соединяем края, чтобы получилась вот такая завитушка. Готовые булочки выкладываем на противень, застеленным пергаментом или тефлоновым ковриком, смазываем желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, булочки должны подрумяниться.
Булочки получаются очень нежные, воздушные и очень-очень вкусные. Приготовьте булочки по этому рецепту, я уверяю вас, вы останетесь довольны. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале.